Итак, всем доброй ночи. Мы с вами уже не раз и не два провели ритуалы на благополучие. Я проводила прямые эфиры, рассказывала вам закон денег и о том, что вызывает нищету в нашу жизнь, как от этого избавиться, как усилить себя, как свою денежную силу, скажем так, подключить к силам удачи, как под себя построить свою судьбу, как настроить потусторонний мир не против, а во благо себе. И закон денег, и многое иное мы с вами обсудили. Можете открыть, посмотреть для начала. Например, закон денег, прямой эфир недавно был. И до этого есть очень много роликов, рассказывающих о деньгах. И как их созвать. И все, что я вам дарю, объясняю, это все построено на очень древних поверьях, на древних ритуалах, на древних знаках и так далее, и так далее. Поэтому срабатывает, дорогие друзья, поскольку обладает вот этой энергией тысячелетия. И основываясь на эти знания, я дарю вам ритуалы, которые для вас срабатывают очень быстро и помогают вам двигаться вперед. Потому что есть определенные каноны, законы в магии, соблюдая которые человек призывает в свою жизнь благополучие. Я говорила, что, если вы откроете, посмотрите, например, «Тайна заговоров», я там объясняю, какие персонажи для заговоров выбираются, почему называется так и не иначе, что это на самом деле сущности, что это силы, которые призываются много веков. И вот если и вы призываете эти силы, да, они узнают себя, приходят и помогают в трудную минуту. Но естественно, что вам такие заговоры, такие работы может дать только профессионал. Человек, который занимается магией, который изучает магию, знает очень многое о магии. Естественно, только такой человек способен вам дать те ритуалы, которые у вас сработают, которые не просто там для красоты. Потому что после того, как мой канал был открыт, очень многие начали друг у друга копировать, всякие бредовые ритуалы придумывать, непонятные, абсолютно примитивные. Ну, пускай придумывают. Если кому-то кажется, что можно какую-то одной свечой вызывать благополучие и тухлыми яйцами вызывать удачу, пожалуйста, пусть они это делают, если у них мозга на больше не хватает. Мои зрители избалованы тем, что они очень много получают знаний, у них очень много того, что нет у других зрителей, у них очень много тем ясновидения, они очень много узнали о себе, о своем характере, какие проблемы у них были, как это разрешить и так далее, и так далее. Итак, дорогие друзья, в данный момент я хочу вас научить подарить еще один ритуал изгнания бедности. У меня есть и изгнать бедность, и сжечь бедность, да, и убрать бедность из дома, и прочее, прочее. В данный момент спугнуть бедность. В древние времена люди пугали ячмень, который выходил на веки глаза, показывали ему фигу, плевались, еще что-то. И это помогало. Это абсурдно смешно звучит, но, как ни странно, такие вещи помогали человеку действительно вылечиться или что. Есть такой обряд запугивания болезни, есть такой обряд обмануть смерть и так далее, и так далее. И все это, как ни странно, срабатывает и дает результаты. Значит, в этом что-то есть. Даже если мы не знаем, как это объяснить, что это такое, существуют определенные законы мироздания, следуя которым человек получает то, что хочет. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами спугнем бедность. Я рекомендую этот ритуал провести, иногда провести. Вот когда вы чувствуете, что у вас как-то меньше стало денег, что-то, какие-то проблемы с деньгами, как-то они тратятся не по назначению,
Проведите этот ритуал, многого вам не потребуется. Вам всего лишь нужна чашка с водой, нож с деревянной рукояткой, которую вы можете специально купить и сохранить для этого ритуала. А можете взять то, что у вас есть дома, в принципе. Но нож должен быть с деревянной рукояткой. Если вы купите, покупайте в любой день, кроме понедельника, и сдачу не берите. Или рассчитайте сумму так, чтобы как бы соответствовала именно той цене, сколько стоит этот нож. И обычная свеча. Для начала, значит, объясню. У каждой сферы человеческой деятельности существует свой покровитель, свой дух, своя сущность, которая отвечает за эту сферу деятельности. Точно так же, как, например, в демоническом пантеоне каждый демон отвечает за что-то. Ну, например, Лилит отвечает за похоть, да? Там, значит, Абаддон отвечает за корысть, за азарт. Ему принадлежат игральные дома, как считается. Бехемот отвечает за обжорство, за излишество. Кто там у нас дали? Мамона отвечает за сребролюбие, то есть за любовь к деньгам, за шик и блеск и прочее, прочее. Каждый демон отвечает за свою сферу деятельности. Так вот, каждая сущность отвечает точно так же за сферу человеческой деятельности. То есть есть духи удачи, есть боги удачи, призывающие удачу в жизнь человека. Есть боги, призывающие неудачу, бедность и так далее. Есть сущности, подчиненные этим богам. Вот нищета. Что такое нищета? Это вечная нехватка денег, это внутренняя душевная неудовлетворенность жизнью. Это постоянный страх остаться без денег. Нищета была самым страшным явлением для человека. И когда нищему подавали, боялись его коснуться, вдруг передастся им эта нищета. Поэтому нищие ходили то ли с шапкой, то ли с какой-то штукой, куда бросали деньги, да, давали деньги. То есть непосредственно в руки давать нельзя было нищему. Вдруг обнищаешь. Нищета – это страшный сон любого человека, потому что человек всецело зависит от материальных благ и его благополучия в том числе. Тот человек, который говорит, что ему деньги не нужны, это человек-идиот, потому что деньги нужны всегда. И деньги должны тебе служить, а не наоборот. Если ты служишь деньгам, то ты не ешь, не пьешь, не одеваешься, только копишь в мешках, чтобы потом помереть, и как бы, чтобы это все досталось соседям, да? Когда один жадный человек сказал: вот до сей поры я копил, а с завтрашнего дня отдамся веселью, буду тратить, радоваться жизни. А ангел смерти, который слушал это под окном, усмехнулся и сказал: безумец, я же ночью заберу твою душу, когда же ты успеешь нарадоваться этим деньгам? Так что в этом случае тоже не очень хорошо копить. Знаете, я знаю таких богачей, которые булку жалели своему ребенку купить, которые ходили как бичи в 100-летних куртках, а имели миллиарды. Богатый человек тот, который может себе позволить многое, который может позволить дорогие подарки дарить близким, друзьям, тем людям, которые ему приятны. Богатый человек тот, который живет в свое удовольствие, которому хватает на все. Вот он богатый. А все остальное, знаете, дано тебе, значит, будет дано. Не дано, но будешь жить просто в достатке. И этого достаточно. Итак, бедность. Бедность – это точно такая же сущность, такая же материализация этой сущности, этого явления. И ее представляли испокон веков в образе старухи такой костлявой, противной, беззубой бабы, которая ходила, просила еду, просила подаяние. Она же бедная, вся в лохмотьях, вся такая растрепанная. Вот она бедность, нищебродная бедность. И нужно было сгонять. Несколько версий таких ритуалов сохранилось у армян. Изгнать бедность. Вот
вот этот ритуал, который я хочу вам передать, у нас умела делать одна женщина у нас в селе, где я родилась. Но, к сожалению, ритуал она не оставила. Вот ее действия я помню. А что она при этом говорила, я не слышала. И мне нельзя было, потому что она шептала. Но как вы знаете, по многим традициям, обычаям я восстановила, или мне далось и пришло, может быть, да. Я уже повторяла в сотый раз, что очень может быть, что эти ритуалы, заговоры были много тысяч лет назад, просто по новой мне дали, вот подсознательно восстановили через меня их, и они опять срабатывают. В любом случае, автор этих заговоров и ритуалов я, потому что дано мне. Как один умник сказал, какая разница, не Инге, так мне бы было дано. Вот если бы было дано, тогда можно говорить о разницах. Но пока не дано, это мои заговоры и мои работы. Прошу это учесть и уважать. Итак, изгонять бедность, спугнуть. Изгонять мы уже изгоняли и сжигали ее, и, между прочим, очень помогает. Потому что люди после таких ритуалов получали контракты и много чего еще. Спугнуть бедность. Вот любой человек, даже если вы богатый человек, преуспевающий, в любом случае, если вы подстрахуете себя и спугнете ее, она не придет к вам ни под каким видом, ни под банкротством, ни под каким-то обманом, ни с банками проблемы, ни с жильем проблем не будет, ни с чем и ни с кем. То есть бедность приходит в разном обличии, да, приходит, мешает человеку идти вперед, и человек начинает беднеть, без разницы, как он придет. В любом случае. Итак, начинаем. О, бедность, беззубая старуха, костлявая, в лохмотьях, с голодными глазами, о, горемычная мученица плаксивая, баба сварливая, все деньги считаешь, плачешь да рыдаешь, в рванье ходишь, не доедаешь, нищенка бедность, бездарная плакса, бродишь да ходишь, липнешь ко всем, несешь беду да разруху. Горемычная старуха, сгинь, проклятущая, беды приносящая, я тебя проклинаю, я тебя изгоняю. Плюньте в сторону. Шли 3 ведьмы, одна черная, вторая белая, третья рыжая. Несли они острый меч. Хотят нищенку бедность отсечь. Уберись, сгинь, нет тебе тут почета, не будет тебе милости, ни хлеба, куска. Убирайся, попрошайка, иначе 3 ведьмы тебя догонят, мечом разрубят, в море бросят или о камни разобьют. Берете нож. Нищенка презренная, нищебродная, надменная, убирайся вон. Ко мне не подходи, за мной не ходи. Еще раз рядом с собой тебя, горемычную, увижу, не пожалею, страшно обижу, огнем сожгу. Вот так режем огонь. Ножом разрублю, в воде утоплю. Вон, нищая, уберись, сгинь, бойся и дрожи, за мной не ходи, ко мне не подходи, изгоняю я тебя сильнее. Провались ты, бедность, в могилу. Тьфу на тебя, отрекаюсь и забыла. Тьфу, тьфу, тьфу. Бойся меня, да будет так. 13 раз прочитайте, хотя бы раз в месяц. И вам никакая бедность, никакое сокращение, никакие там недоплата зарплаты, никакие катастрофы, катаклизмы не будут страшны. Уж поверьте мне, потому что все, что я вам дарю, это мной испробовано много раз. Всем удачи!